Здравствуйте, дорогие товарищи! Меня зовут Артемий Троицкий. Это популярная советология, серия 11 уже. Серия называется «Про блат и взятки». Ну, в общем, я бы сказал, что если говорить вообще о жизни в СССР, то блат – это было одно из основополагающих понятий. Потому что, скажем, мы уже с вами говорили о снабжении продуктовом, там всякой аппаратурой, одеждой и так далее. Очень убогий, некачественный, неинтересный, одинаковый был ассортимент. Но хотелось всем людям как бы и есть повкуснее, и выглядеть покрасивше. С этой целью они пускались во все тяжкие. Как же они это все доставали? Доставали они все по блату. Ну, то есть были разные словосочетания для обозначения одного и того же феномена. По блату, по знакомству, из-под прилавка, дать сверху и так далее. Что тут имелось в виду? Ну, на самом деле имелось в виду практически все, что вообще циркулировало в СССР. С самого рождения, можно сказать, вы уже попадали в ситуацию, где можно было воспользоваться, ну или не воспользоваться, если его не было, этим самым блатом. То есть роддом вы могли, имея нужное знакомство, вы могли иметь счастье родиться в каком-нибудь хорошем роддоме, там, в медицинском институте или еще там в какой-нибудь клинике, я уж не говорю там про ЦКБ там какой-нибудь, или в простом советском роддоме, где все было похуже, погрязнее, победнее. Насчет блатных детских садов я чего-то не припомню, но, может быть, и такие были. Школа, опять же, если вы хотели попасть в какую-нибудь хорошую, престижную школу, английскую, математическую, с какими-нибудь там известными преподавателями и так далее, опять же, надо было включать механизм блата. Закончили школу, в университет, институт, вот тут вот блат действовал уже практически, если не всегда, то, наверное, примерно в 30-50% случаев. Все выискивали знакомых в данном высшем учебном заведении и, значит, с их помощью как-то сдавали экзамены, получали проходной балл и становились советским студентом. Я могу сказать, что я ни в роддоме блатном не был, ни в школах блатных не был. То есть в математическую школу последнюю свою я поступил, честно сдав экзамены по математике. И в институт, Московский экономико-статистический институт, я тоже поступил не по блату. Не было у меня там блата вообще никакого. Категорически родители мои были гуманитарии, никого вообще там не знали. Но там случилась со мной при поступлении одна такая вполне характерная история. Первые 3 экзамена из 4 я сдал на пятерки. То есть, по-моему, математика устная, математика письменная и физика. Пятерки, пятерки, пятерки. Потом был последний экзамен под названием «Сочинение». Ну, по поводу сочинения я тоже вообще не волновался ни секунды, поскольку писал я абсолютно грамотно, мои сочинения посылались на всякие какие-то конкурсы, олимпиады городские, получали призы и так далее. А тут я смотрю, подхожу, значит, к доске с результатами, и там написано «двоечка у меня, 2 балла». Но меня это, разумеется, никак не устраивало, и потому что я явно не поступал в институт, и потому что я вообще не понимал, как я мог получить 2 балла за сочинение. Я, естественно, подал апелляцию, пошел там в какую-то комиссию, потребовал, чтобы извлекли мое сочинение из стопок. Извлекли. Смотрели мы на это сочинение. Там не было ни одной ошибки, на самом деле, как я и предполагал. В нескольких местах стояли какие-то непонятные мутные знаки вопроса, которые могли что угодно означать, и отметка 2. В общем-то, было очевидно, что отметка несправедливая, поэтому мне 2 исправили на 3, хотя должна была быть 5. В институт я поступил, короче говоря, с 3 предыдущими 5.
Почему произошла такая история? Просто потому, что валили неблатных вроде меня с тем, чтобы вытащить, втянуть блатных. Такая практика существовала, я думаю, абсолютно во всех советских высших учебных заведениях. И дальше заканчиваете вы институт и опять блат. Или вы шли работать по распределению куда-нибудь там, может, даже вообще из Москвы прочь. Или вы устраивались на работу, естественно, опять же по блату. Ну, тут вот как раз вот, надо сказать, я блатом и воспользовался, по-моему, впервые в жизни. Сначала-то я вообще не пошел работать по распределению и бегал от милиции год, чтобы меня не посадили за тунеядство. Но об этом я тоже расскажу в дальнейшем. А потом я устроился во Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, или же Институт истории искусств. И это, конечно, был блатной синекурный институт, интересный. Все там были, если не доктора, то кандидаты наук, но докторов, по-моему, там было даже больше. 2 присутственных дня в неделю. В общем, все замечательно, все потрясающе. Попал я туда по блату, просто потому что у моих родителей, которые закончили ИСТФАК МГУ в свое время, работал знакомый как раз в этом самом институте, он меня взял в свой сектор. Блат, разумеется, он был всеобъемлющим и абсолютно универсальным везде и повсюду. То есть сейчас я рассказал о каких-то таких важных жизненных ситуациях, во всех этих случаях, там устройство на работу, там что-то по знакомству и так далее. Это тоже бывает, в принципе, и в других странах. Другое дело, что там это не носит таких масштабов. Там все-таки правовое государство, там имеется какой-то закон, какие-то правила и так далее. И вот так вот нагло просто вот брать и пропихивать своей лапой там каких-то людей по знакомству или за деньги, это, как бы не очень принято. В Советском Союзе это было принято повсеместно. Но вот в том, что касается торговли, то тут уже блат просто был абсолютно уникальным в СССР. Поскольку импорта было мало, а все за ним гонялись, то для того, чтобы заполучить финский холодильник или там чешский хрусталь и фарфор, или там югославскую обувь, или французскую косметику и так далее, надо было или идти на черный рынок, но это уже было совсем все подпольно и не всем доступно, или использовать блат. То есть как работала эта система? Работала она очень просто. Поступали какие-то импортные партии, не особо большие, в СССР, из соцстран, какой-то совсем мизер из кап-стран. И вместо того, чтобы их класть на прилавок, вот смотрите, у нас продаются прекрасные там ГДРовские кроссовки. Они шли тут же в подвал и не на прилавок, а под прилавок. После чего, значит, работники торговли, с одной стороны, обзванивали своих знакомых и говорили: нам завезли или у нас выбросили там то-то, то-то, заходи скорее. И, значит, с некоторой наценочкой это продавали каким-то своим близким или даже не очень близким знакомым. Второй вариант: просто приходили такие совершенно с улицы, что называется, неблатные покупатели и говорили: а нет ли у вас случайно болгарской или румынской стенки? Говорили: нет, вы знаете, нет у нас стенки. А скажите, а может, по какому-то специальному тарифу можно купить? По специальному тарифу, это мы сейчас можем посмотреть. И, соответственно, значит, давалась вот эта самая сумма сверху. В этом смысле, наверное, самое наглядное пособие – это заселение в гостиницу. Вот то, кстати, о чем я говорил в прошлой серии. То есть вы приходите в гостиницу, путешествуете вы, естественно, там с какой-нибудь девушкой, не обручены, не расписаны. Приходите, значит, обращаетесь к администратору. Слова «ресепшн» тогда еще не было. Первый ответ администратора – мест нет. Вы говорите: скажите, пожалуйста,
мест нет, и я понимаю, а может там как-нибудь со специальной какой-то накидкой, там вот, ну, в общем, то есть даете ему понять, что вы можете что-то дать сверху, а не просто так, значит, как нищеброд развернетесь и пойдете ночевать на вокзал. Ну ладно, хорошо, ладно, по специальному тарифу это я сейчас позвоню, посмотрю, там, алло, там. Да, ну вот есть у нас номер один на 4-м этаже. Давайте паспорта. Вы даете паспорта, товарищ администратор говорит: так, а вы, извините, с дамочкой-то вместе или ей как, тоже номер нужен? Нет, мы вместе, конечно, и нам бы хорошо бы, конечно, с большой кроватью. Вот, ну, кровати, естественно, составлялись, так что про двуспальную кровать не обязательно даже было намекать, так было все понятно. Не можем вас поселить, вы не расписаны и так далее. То есть это был закон. Такой был советский закон, что официально не состоящих в браке людей в один номер в гостинице заселять было нельзя. И тут, естественно, вы даете паспорт, а из паспорта аппетитно торчит червонец, то есть 10 рублей. Это уже такая как бы сумма тоже неплохая. Итого за заселение в гостинице надо было сверху заплатить 15 рублей. Это при том, что номер стоил, там, скажем, 3 рубля. Самое одиозное советское взяткодательство было связано с гаишниками. Нет, ну вообще, разумеется, когда речь заходила о ментах, обо всяких там арестах, о том о сём, тут блат включался на полную катушку, искали там всех, кто бы позвонил бы, кто бы отмазал и так далее. Тут миллион историй можно рассказать. Я думаю, что, скорее всего, сейчас точно так же практикуется. По поводу гаишников не знаю, думаю, что тоже практикуется, хотя, может быть, не в такой степени, как это было раньше. А как это было в СССР, вот могу рассказать на примере еще одного реального случая из моей жизни. Ехал я как-то поздно ночью, уже, можно сказать, под утро даже, из ночного ресторана. Об этом я тоже буду рассказывать потом. С ночника ехали мы, у нас была полная машина, 4 или 5 человек, за рулем был один наш приятель, богатый парень, ну, такой тоже там форцовщик, спекулянт и так далее, денег у него было много. И был он в дупель пьяный. Ехали мы по Рублевскому шоссе из ресторана, по-моему, «Сосновый Бор», или как он там назывался, за Усово, в районе Горок Вторых. Поехали мы из этого кабака, значит, слегка петляя, и нас, естественно, останавливает первый же гаишник. Приятель мой через открытое окно псует ему четвертак. Четвертак – это бумажка в 25 рублей. Хорошая сумма. Тот, под козырек не берет, но махает рукой, значит, дает отмашку, отпускает. Проезжаем километр, тут же нас стопорит второй гаишник. Мой приятель, опять же, ему, не глядя, даже сует в окно автомобиля еще один четвертной. Что там был? Это первый гаишник, явно совершенно по рации, передал всем своим коллегам, что едет в дупель пьяный, богатый там этот мажор, или как там они назвали, щедро расплачивается. То есть пустил как бы нашу машину сквозь строй, можно сказать. Таким образом, значит, до Московской окружной дороги нас останавливали еще несколько раз. В результате я подсчитал, что мы доехали из Горок Вторых до МКАДа за 125 рублей. А 125 рублей – это аккурат была средняя месячная зарплата советского человека. Скажем, я работал младшим научным сотрудником в этом институте истории искусств. У меня была зарплата 115 рублей. Такая была история в СССР с блатом и взятками. Когда мы говорим о сегодняшней коррупции в России, сами знаете, там коррупция бешеная, то, в общем, она продолжает славную традицию. Может быть, в СССР коррупции было даже больше, чем в путинской России, но масштабы ее, то есть суммы взяток, были, конечно, намного меньше. В этом смысле Российская Федерация 21 века ни с каким СССР
не сравнится. Это просто царство коррупции. Все, рассказал я вам об этом. Напоминаю, что можно присылать вопросы. Естественно, я не могу рассказать все. То есть так, накидываю какие-то любопытные факты и провожу элементарный поверхностный анализ. Вот, так что смотрите популярную советологию, пишите, присылайте вопросы. Я все читаю, что вы присылаете. Ну и всего вам наилучшего и до следующей серии. А серия у нас выходит, как вы знаете, всегда по понедельникам, средам и пятницам. Счастливо!